Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп. Сентябрь 2023 года. События сентября. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз лишь прогноз. Но я так думаю, мы с вами, надеюсь, проведем приятное время. И какой-то инсайт вы все равно получите. Или для себя, может быть, варианты развития событий можете предусмотреть. Все зависит от вашей ситуации. Поэтому интуиция где-то нам в помощь и метафорические образы карт. Давайте узнаем. У нас сегодня две колоды. Таро иллюминатов и колода 78 дверей, метафорические карты. И сначала мы первым главным вопросом зададим, как оценка месяца или, может быть, как важное событие. Все зависит от карты, которая нам выпадет. Конечно, не бывает только одно какое-то событие в течение 30 дней, но хотя бы направление. У вас сейчас благополучный период, хотя это не значит, что он спокойный. Ну, для вас, наверное, спокойствие не самый лучший вариант. Вы любите динамику жизни, вы сами люди динамичные, привыкли именно надеяться на себя, поэтому пусть для вас будет этот месяц наиболее ресурсным. Итак, оценка месяца, то, что мы говорили. Неожиданные события или неожиданности. События, те, которые нас будут радовать или что нам будет помогать. И мы посмотрим дело, работа, бизнес на месяц, в целом энергию. Посмотрим финансы и как видят личную жизнь. После мы достанем с вами карты и узнаем, какие двери будут перед нами открыты или что я смогу осуществить в течение сентября. Итак, давайте смотреть. Полный отказ от старого, мои дорогие. Десятка мечей – это всегда закрыть дверь в прошлое, так вот однозначно. Вот все те ситуации, которые нас, может быть, больно ранили, или какая-то прежняя история. Вот как будто карта нам говорит, не оглядывайся вообще назад, там тебя больше нет. Не нужно переносить, может быть, паттерны отношений на новые отношения. Это тоже об этом нам карта где-то свидетельствует. Если новая история, новые отношения, или вы сейчас один или одна, а прежняя, опять же, ваша история, она не совсем со знаком плюс. Так значит, не вспоминай, надо отстроить что-то заново. И вот об этом говорит карта. Наверное, в сентябре для вас будет это очень актуально. Именно не думать, что какая-то ситуация повторится снова. Или не пробовать решить какой-то вопрос прежним методом. Для кого-то может означать не обращаться уже к тем людям, которые вас когда-то подвели. Или вычеркнуть некоторых людей из своей жизни. Увы, и об этом тоже может говорить карта. Мы просто закрываем дверь в прошлое, и вот об этом говорит карта. 10, уже мы подводим итоги. Мы подвели уже, по сути дела, все итоги, но, видимо, какой-то последний аккорд или словно штрих мы для самих себя. Это, знаете, как внутренняя установка, что я больше не смотрю назад. Я больше ничего не жду. Я теперь отстраиваю совершенно новую жизнь. И это здорово. Неожиданности давайте посмотрим. В неожиданностях может быть, знаете как, у кого-то это может проиграться буквально в новых отношениях даже, когда, не достигли со своим партнером взаимопонимания или не получилось, смотря чего касался вопрос, договориться с кем-либо, да, и мы тогда начинаем анализировать, что у нас было до того, и нам где-то эти, мысли, они нам не помогут, они нас словно затянут на глубину отрицательных каких-то эмоций, и все. Достаточно мелкая карта, и неожиданностей как таковых нет. Но здесь проходят два момента. Либо холод в отношениях, либо нас не устраивает финансовая ситуация, и тогда мы ее пытаемся решить. Это в неожиданностях. Значит, где-то денег можем потратить больше, или можем купить
то, что нам не нужно. Вполне вероятно, по ретроградной Венере лучше вообще не покупать каких-то, таких основательных вещей. Но ситуации же бывают разному. Или что-то у нас вышло дома из строя, и нам приходится тратить деньги. Тоже мы не планировали. Вот по этой карте неожиданные траты как раз могут тоже проиграться. Или тот человек, на которого мы рассчитывали, мы не смогли друг друга понять. Но это не постоянно нам говорят. Это, видимо, как неожиданное событие. Оно может, знаете, касаться одного дня или какого-то момента. Повторюсь, мелкая карта, она не дает целые оценки на месяц. Но, значит, какие-то выводы вы можете делать. Или, если мы говорим про новые отношения, вот, может быть, я и не договорила, не переносите, правда, паттерны, если прежде что-то у вас не получилось, а теперь, как-то вот не клеится. Это не значит, что будет именно так, как прежде. Не случайно нам карта говорит: не оглядывайся назад. Что будет нас радовать? Давайте мы посмотрим, тем не менее, что нас будет радовать. Да вы победители, вы, мои дорогие овны. Карта нам говорит, все равно так или иначе Овен все вопросы закроет и решит. Значит, для вас будет особенно важно, актуально закрыть в прошлое дверь. Посмотрите, карта победителя. То есть ваша сильная позиция в чем-то, в любом вопросе, может быть и по нескольким сферам жизни. И самое главное, быть реалистом по этой карте. 50% только успеха, достичь этот самый успех или получить желаемое, или это может говорить о вашей прочной позиции, или что-то будет значимо хорошее у вас в течение сентября, когда вы почувствуете себя, буквально победителем, как на коне. И по этой карте, посмотрите, победитель, у него уставшее лицо, он знает цену победе, и он понимает прекрасно, что это он сейчас как будто этого достиг, но ему придется приложить немало усилий для того, чтобы сохранить все то, что он сумел достичь. И вот эта толпа, которая ему рукоплещет, завтра она изменит свое мнение. И люди, они в принципе в настроении часто бывают переменчивы. Так вот, победитель понимает это, понимает также, что обстоятельства жизни будут меняться где-то, и он готов к любым неожиданностям. Вот это ваша сильная позиция. Как не притягивать что-то из прошлого, правда, так и быть готовым к любым неожиданностям. Это вас будет и радовать, это вам будет и помогать тоже. Так или иначе, вы все вопросы закроете. Я могу допустить, что, правда, знаете, как мы экзамен словно какой-то проходим, когда нам, может быть, жизнь повторит либо какую-то ситуацию, либо вы встретитесь с человеком, который вам доставил каких-то неприятных хлопот или эмоций, или что-то похожее, как дежавю из прошлого, может повториться. Но это именно для того, чтобы в чем-то вы поставили точку. Дела, работа, бизнес. И выпадает король кубков. У кого-то это может быть просто дела семейные, часто карты придворные или двора их называют еще, именно кубковые, говорят о наших супругах или партнерах по браку. Может быть, до юры нет отношений, еще не оформлены, но вы проживаете вместе. И вполне вероятно, это вопросы с вашим как супругом, супругой, так и с родственниками, кстати, нашей дрожайшей половины тоже могут проиграться. С другой стороны, если мы говорим про энергетику, и у нас выпадает дела, работа, бизнес, знаете, энергетика короля кубков в чем-то похожа на энергетику мага. Он очень ловко умеет переключаться между чувствами и между вопросами материальных благ. Он умеет как будто вовремя эти самые чувства отключить, чтобы они ему не мешали, какую-то конкретику дела, какой-то рационализм применить. Потому что при всей своей лояльности к миру, при всем своем добродушии, он умеет быть холодным, жестким и злым. Все зависит от того, чего касается дела и вопрос. И я так полагаю, что мы ведь смотрим энергии. Вам придется переключаться где-то между эмоциями. Но будут и те моменты, когда эмоции просто надо будет вообще исключить. И несмотря на то, что надо продолжать где-то транслировать то самое дружелюбие, дипломатию, все то, чего нам сейчас будет не хватать, потому что у нас кармические лунные узлы поменяли ось. Это теперь вы, мои дорогие овны, это прогрессивный
северный узел, а проигрывающая сила у нас весы, дипломатия. Вот поэтому нам где-то диалоговой формы всем будет не хватать. А вы, если ее проявите, нет предела для ваших возможностей, вы со всеми сумеете договориться. Ну вот как-то так. Ну а у кого-то, правда, проиграются какие-то вопросы, дела, документы, да все что угодно, которые касаются вашей личной жизни, либо вашей семьи. Что по финансам? Двойка пентаклей. Ну, как ни крути, деньги не тратим. Пятерка пентаклей нам выпала, да, и нас, может быть, ну, так, может быть, трат будет много. Или придется что-то, правда, оплатить. А карта двойка пентаклей нам еще и говорит, вообще сохраняй. Финансы будут, но не время для того, чтобы мы их как бы, ну так распыляли. Впереди перемены, ничто так не постоянно, как перемены, говорит двойка пентаклей, и нам показан жонглер, который двумя пентаклями, как будто их подбрасывает, жонглирует. Так вот, эта карта, как ни странно, тоже нам говорит о дипломатии, как будто любое дело, мы со всеми договоримся. Перед нами могут открыться новые возможности по заработку. И карта говорит, пробуй себя в новом деле. Вполне вероятно, что ты себя словно найдешь, как будто откроешь в себе какие-то возможности. У кого-то это может быть как бизнес даже, практически с нуля. Вот по этой карте проигрывается, как будто важны не деньги, чтобы начать, а умение договариваться, взаимодействовать с миром. И если мы говорим, что такое деньги, это один из способов взаимодействия как раз с миром. И здесь вот, наверное, в этом месяце для вас эта формула будет наиболее актуальна. Будет много событий. Для кого-то из вас может быть поездка какая-то, которая будет иметь тоже какой-то финансовый или материальный подсмысл. Или к вам приедет человек, или вас куда-то, может быть, позовут, или придется куда-то отправиться. Вообще, это карта хорошего настроения в целом. И карта спонтанности, какого-то внезапного маршрута, но и новых возможностей. Но мы никому не даем обещания, если мы говорим про финансы. Мы уходим где-то от каких-то обязательств. Пройдет время, что-то еще поменяется. Может быть, ситуация какая-то более будет определенная, что-то прояснится, отстроится. И вот тогда уже можно какие-то, ну, подводить итоги или выносить вердикты. А сейчас просто плыть словно по течению. Вот так вам предлагает карта, не тратя деньги. Ну, я имею в виду, понятно, что самое необходимое мы же все равно покупаем. Но вот так вот как будто глобально. И надо сказать, по королю кубков, когда выпадает эта карта, деньги у нас всегда есть. Король кубков без денег просто не бывает. Для него это основа материального мира. И он, я надеюсь, это видно. Вот посмотрите, кругом как будто волны бушуют, да, именно в этой колоде Таро иллюминатов. А он сидит на постаменте, то есть это что? Это материальная основа. Без этого на каком бы троне сидел наш король? Ни на каком. Так вот, сначала человек решает материальные вопросы, потом все остальное. И здесь у нас тоже символ рыба, это благополучие и финансы. И символ, один из символов Меркурия – корабль. Это значит много информации, много возможностей, взаимодействия с людьми. Скучать будет некогда, это правда. В личной жизни. Ну вот у кого-то проиграется какая-то история, может быть и прежняя история, которую надо завершить и, знаете, не пропускать через собственную душу, через собственное сердце. Ведь здесь вот нам израненное сердце, и это не, как бы, не свежее событие. Это имеется в виду какая-то ситуация, которая нас глубоко ранила раньше. И здесь мы не должны повторить этот печальный опыт. В каком плане? Нас не должна словно выбить из колеи какая-то минусовая ситуация или появление человека, или мы не должны на новые отношения перенести вот где-то подобное чувство. Мы не должны разувериться в том, что мы будем любимы. Например, для тех, кто сейчас один или одна, значит, повод искать свое счастье все равно. Не застрять где-то вот в таком холодном состоянии. Здесь один плюс по этой карте проигрывается, что нас невозможно второй раз ранить. Понимаете? Когда словно в ледяном панцире сердце, оно уже не чувствует. Это было больно когда-то, а теперь уже и отболело, и отгорело, и мы холодны. Но вот, может быть, для кого-то из вас этот холод не должен помешать построить новые отношения. И такое тоже может быть.
Поэтому я бы сказала так. Личной жизни нужно уделить внимание, это факт. Но, конечно, у каждого своя история. Ведь тут может проиграться, знаете, может быть, как уход человека, правда? Или ваш уход может быть по разным событиям. И тогда, знаете, в прошлое закрыть дверь без каких-то заново переживаний будет тоже для вас важно. Или принять то, что мы не в силах изменить, мои дорогие овны. Не таить где-то обиду будет тоже важно. Почему? Потому что у нас тройка мечей, посмотрите, еще раз перевернулась. И в этих метафорических картах это именно нам, посмотрите, человек нарисован, который куклу Вуду смастерил и иголки вставляет в эту куклу. Это где-то злоба, это обида глубокая, какое-то разочарование, может быть, предательство. Но тогда просто забыть где-то, понимаете, чтобы нас что-то не разрушало. Это будет актуально. Итак, личная жизнь у вас на повестке дня. Если вы будете удачливы в решении вопросов, бизнес или, допустим, ваша карьера, ну, где-то и финансы, это какая-то ситуация недолгая, то вот на личную жизнь, я бы сказала, обратить внимание точно стоит. Давайте мы с вами узнаем, какие же двери будут передо мной открыты в сентябре, откроются как будто. А практически и нет закрытых дверей. Двойка кубков вообще это карта про любовь, это карта любви, взаимопонимания, теплых дружеских отношений, к примеру, да, если мы не только про любовь говорим. Вы можете пересматривать, извините, вы можете пересматривать свое окружение в течение сентября, в принципе, потому что для кого-то вот это тройка мечей может означать, знаете, как партнер подвел, или как-то сложилось так, ситуация, события, что люди разочаровали, может быть, и близкие, кому мы доверяли, и так, увы, бывает тоже, или была с каким-то из ваших близких людей, может быть, и друзей, какая-то тоже ситуация со знаком минус, и она осела в вашей душе, а нам все равно карта говорит, вот все то, о чем я говорила, это не повод ставить словно свое сердце на замок или помещать его в этот холодный панцирь. Да, мы не повторим уже какую-то ошибку, но это не значит, что мы отказываемся от того, что у нас должно быть. Наше счастье по всем сферам жизни, мои дорогие овны, есть какая-то история, а для тех, кто один или одна, повторюсь, она, значит, может быть, какие двери открыты вот в личную жизнь. С другой стороны, дуальность этой карты говорит нам о том, что мы со всеми договоримся. Это как раз вот то, что я по королю кубков говорила. И если в колоде 78 дверей, самое главное двери и ключи. То есть или двери открыты сами по себе по карте, или они закрыты, или нам еще ключ нужно подбирать. Так вот, вам ни ключ не нужен, и двери, тут вам, посмотрите, врата как будто приоткрыты. Стоит только обменяться, как будто любезностями, ну, подарками нам дети показаны, и пойти. И нам показаны птицы, значит, какое-то новость, событие может быть для вас приятное, что-то доброе, хорошее, светлое. И знаете, надо этому как будто чувству радости вам, ну, буквально где-то по этой волне плыть. Не закрывать свое сердце, я бы сказала так. И все двери будут открыты. Что я смогу осуществить? Шикарно. Нет для вас преград. Финансовые вопросы все свои решите. Решите вопросы по поводу построения карьеры, по поводу бизнеса, у кого что. Если у кого-то стоял на повестке дня вопрос переезда, вы вполне вероятно, если не переедете, то как-то продвинетесь в этом решении, в вопросе, может быть, согласования в документах или, ну, все, что необходимо. Есть прогресс, одним словом. Вообще, это карта стабильности, король пентаклей. Что может быть лучше? Это наше благополучие. Причем сразу карта всеобъемлет все сферы нашей жизни. И если вот мы смотрим, да, дела, работа, бизнес, финансы и личная жизнь. И здесь у него полный баланс. У кого-то это может быть получение новой должности, что я могу осуществить, да практически все. И более того, когда мы можем радоваться,
достигнутым успехом. Эта карта подтверждает шестерку жезлов. Интересный месяц, скучать будет где-то некогда, но, видите, у нас начался с вами расклад с десятки мечей. Закрыть в прошлое дверь, и тогда быстрее какие-то перспективы, где-то эмоционально не застрять в этом состоянии для вас будет важно. Перекладывайте на себя, мои дорогие овны, и будьте счастливы и любимы всегда.